Всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео — черчение. Будем создавать свои библиотеки. Вполне логичный вопрос. Зачем, для чего и так далее. Эти и другие вопросы мы разберем в процессе или в конце данного видео. Сейчас мы рассмотрим алгоритм последовательности действий при выполнении данного технологического процесса. Значит, запускаем компас. Вы можете сделать свой чертеж на данном этапе или взять уже существующий шаблон. Дело вкусов. Просто мало кто интересуется подобной информацией, но я думаю, если бы они бы знали, это ускорило бы выполнение работы. Через стандартной командой Ctrl-C, Ctrl-V я скопировал чертеж и внес ее в фрагмент. Исходя из названия, вы должны понимать то, что по-другому просто получится выполнить задачу, которая посвящена данное видео. Копировал, вставил, зафиксировал. Дальше что делаю? Сохраняю. Я буду сохранять в той папке, где мне удобнее. Вы, соответственно, будете сохранять там, где вам удобнее. То есть на каком-либо носителе. Фрагмент, то есть наименование файла, это на ваше усмотрение. Обратите внимание то, что тип файла компас фрагмент, это нам нужно. Конечно, вы можете сохранить как компас, шаблон, там JPEG и так далее, но нас интересует именно сохранили. Хорошо. Дальше что мы делаем? Дальше мы на данном этапе закрываем и идем в редактор библиотеки в самом компасе. Вы можете посмотреть на данный путь, где это все располагается. То есть это компьютер, локальный диск C, программный файл, Ascon, папка Compass 3D, в моем случае 20 версии, но я думаю и в старших версиях будет аналогичный технологический процесс. Дальше Utils и далее Click Editor. А нужно получить от имени администратора. Мне, повторюсь, удобнее будет назвать main. Вы, соответственно, по-своему сделаете. Дальше что? Создаем папку, в которой, собственно, будет находиться. Как вы понимаете, можно сделать несколько папок. Создаем. Хорошо. Переименовываем. Возьмем, назовем 2D. Хорошо. Сделали. Дальше что? Давайте элемент. Вот, соответственно, берем тот файл, который нам нужен из того места, где мы его ранее расположили. Добавляем. Все, хорошо. Сделали. Теперь закрываем. Сохраняем. И у нас получается, мы формат меняем, чтобы он правильно определился. Я, соответственно, тут как напишу, пускай также my one. То есть у меня определится тип файла, клик файл каким-то расширением. KLE. Хорошо. Сделали. У меня отобразился он здесь. Дальше что делаю? Соответственно, запускаю компас. И вот дальше уже через фрагмент. Приложение конфигуратор. Заходим в состав. Добавим библиотеку элементов. Это там, где вот мы были. Теперь заходим сюда же в Utils. Дальше Click Editor. И, собственно, вы можете видеть уже свою библиотеку с соответствующим разрешением или тип файла. Открыть. Дальше, значит, что мы видим? Значит, заходим в соответствующий раздел библиотеки. И вот я вам о чем, собственно, говорил. О том заголовке my. То есть мы уже визуально видим, где он находится. Дальше подключаем ее соответствующей галочкой. Закрываем. И смотрим. В левом верхнем углу есть соответствующий значок в виде 3 полосочек, который называется библиотеки. Дальше разворачиваем список, видим нашу библиотеку, которая подраздел имеет 2D, который имеет фрагмент такой-то, 2 клика. И, собственно, мы вытаскиваем уже готовый. Далее, что пока не закрываем, значит, разберем. Значит, координаты нам не интересны, имя вставки, путь такой-то. Это нам не интересно. Значит, способ вставки. Есть, как вы видите,
3 способа, 2 из которых мы уже ранее рассматривали. Значит, ссылка, внедрение. То есть, если ссылка, она... Я не думаю, что ее будет часто использовать. То есть, смысл в чем заключается? Вот файл, который вы создадите, если вы нажали, передали на другой компьютер, то вот этот файл, который вы сейчас создаете, грубо говоря, он будет спрашивать на источник. Вот в чем смысл заключается. Второй, значит, способ — это внедрение. То есть мы вот этот файл, исходник, мы уже внедряем в этот файл, который в наш проект заключается. Потом с разрушением. С разрушением я еще ранее не сталкивался, но я так понимаю, мы связи как бы разрушаем. Ну, дальше угол поворота, масштабы, то есть можно как в плюс, так и в минус. Потом размещение на текущий слой, на слой источник. Тут уже тоже дело вкусов. Это именно в разделе фрагмент. То есть проект, который мы создаем в разделе проект. Хорошо, посмотрим то же самое, но уже в чертеже. Файл, чертеж. Значит, заходим в приложение. Так, библиотеки. Ага, все, у нас оно как проинсталлировалось. Хорошо. Значит, идем сюда в библиотеки, в левом верхнем углу. Ага, смотрим. Хорошо, тоже. Да. Корректно все проинсталлирую. Те же функции. Угу. В принципе, там. Потом еще что? В одном из своих предыдущих видео я уже тоже рассказывал про паспорт. Кратенько напомню, как можно ускорить свой технологический процесс. Это надо смотреть в предыдущем видео. Там же вы можете листы заполнять. Все, кроме учебный. Это есть учебный, я внедрил. И нажимаю, у меня уже, соответственно, буковка У. Допустим, вот технологическое предложение, там, соответственно, П почему-то. Я думаю, хотя бы ТП, что ли, какое-нибудь вылазило. Но нет, просто П. Эскизный проект, соответственно, и так далее. То есть, посмотрите мое предыдущее видео, там вы поймете тоже, как можно ускорить. Посмотрите алгоритм последовательности здесь, чтобы ускорить свой технологический процесс, чтобы рационально сэкономить время. Ну и, собственно, подведем итоги. Когда дело сделано, можно расслабиться. Зачем нам это нужно? Конечно, человек, который с этим сталкивается от случая к случаю, может быть и не заинтересован в этом. А человек, который частично или полностью занимается данным вопросом по данному направлению, неважно, будь это автомеханик, инженер и какой-либо другой специалист данной сферы, тем, да, может быть и пригодится. Но сами подумайте, зачем создавать одну и ту же деталь с нуля, которая немножечко отличается в размерах. Где-то было 5 миллиметров, кстати, тоже можно настраивать единицы какие тут минимальные, как и в масштабе, так и по умолчанию, которые отличаются там на 1 мм, на 2 мм и так далее. Зачем создавать целые детали за 2 мм? Это нерационально. А так вы, грубо говоря, вытаскиваете из своей библиотеки и уже там стандартными возможностями разрушить, создать, меняете как бы габариты или размеры, тем самым экономим время. То есть, если у вас, грубо говоря, надо сделать за час, вы можете, соответственно, вдвое сократить время, зная такие лайфхаки. По сути, это все, что я хотел вам рассказать на данный момент. Если есть у кого-то какие-то вопросы, спрашивайте. Также не забывайте делать обратную связь, мне сейчас это очень важно. Смотрите в описании под видео. Я переезжаю на Рутуб, а там уже посмотрим, может, и на другие соответствующие площадки. Поддержите, пожалуйста, развитие канала Монеты, было бы очень неплохо. Пока что на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.